Всем привет! Хурма, как только появляется на наших столах, непременно радует всех своим необычайно нежным и сладким вкусом. Известно также, что этот фрукт – настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые природа преподносит нам в дар на исходе осени. Как видно из практики, достаточно съесть 2-3 плода, чтобы утолить свой голод. Поэтому диетологи многих стран рекомендуют употребление хурмы при самых разнообразных диетах. Фигура от этого не пострадает, зато организму будет большая польза. Хурма – многими любимая ягода, однако не для всех она одинаково полезна. В чем ее вред и польза? Будем разбираться вместе, поэтому смотрите видео до конца и не забудьте нажать на колокольчик. За право считаться родиной хурмы спорят Китай и Япония. Ботаники склонны отдать первенство Китаю. Там хурма растет в диком виде с практически непригодными к употреблению плодами. Но и в Японии это дерево выращивают с незапамятных времен и даже возвели в ранг национального достояния. Из Японии хурма отправилась по миру, покорила Юго-Восточную Азию, а затем и Европу, сохранив забавное для нашего уха название каки. До России она добралась к концу XIX века под своим персидским именем хурма, от персидского хормаль – финиковая слива. Топ-5 лучших вариантов хурмы. В природе насчитается больше 2000 сортов хурмы, но только некоторые из них неизменно пользуются спросом. Россияне любят разновидности хурмы бархатная, шарон, тамапан большой, хьякуме, мидер и гора гаверла. Но в пятерку лидеров попали другие варианты, и они, пожалуй, самые известные. Китайская. Плоды имеют круглую, немного вытянутую форму. Посередине плода небольшая вмятинка. Это делает хурму похожей на две половинки зефира, соединенные вместе. Вкус такой хурмы не очень сладкий, а кожура у плода довольно твердая. Инжирная. Это самый ранний сорт хурмы, с которой начинается праздник гурмана. Внутренняя начинка плода разделена на секции, как лепестки цветов, поэтому эту разновидность еще называют ромашка. Медовая. Как ясно из названия, во вкусе хурмы прослеживаются медовые нотки. Это очень сочная, сладкая хурма. Еще один ее несомненный вкус – она не имеет косточек. Бычье сердце. Огородники знают сорт томатов под таким названием. Внешний вид созревшей хурмы очень на них похож. Хурма сладкая, мягкая и очень вкусная, но плохо поддается хранению и транспортировке. Королек. А это самый любимый вид хурмы большинства россиян. Второе ее название – шоколадная. У плодов ярко-оранжевая кожура и коричневая шоколадная мякоть. Кстати, чем она темнее, тем плоды слаще. Польза. Почти на 80% сочные плоды состоят из воды. В них практически отсутствуют жиры, содержится около 0,5% аминокислот и около 15% фруктозы. В 100 грамм продукта всего 55-60 калорий. Столько же содержат яблоки и апельсины. Поэтому хурму смело можно отнести к диетическим плодам. Несмотря на выраженный сладкий вкус, ее употребление не приводит к увеличению веса. Для желающих похудеть она прекрасный полезный десерт. Переедать ежедневно не стоит, но по 1-2 крупных плода периодически употреблять можно. При простуде. При заражении ОРВИ организм нуждается в основных витаминах больше обычного. Всего 150-200 грамм хурмы обеспечит суточную потребность в аскорбиновой кислоте, а дубильные вещества помогут предотвратить воспалительные процессы и укрепить клеточный иммунитет. Мякоть зрелой хурмы рекомендуется есть при фарингитах, кашле, бронхите для устранения раздражения слизистых, уменьшения отека и лучшего выведения мокроты. Можно смешивать ее с медом или соком имбиря. Хурма для профилактики рака. Наличие в плодах каротина и йода в сочетании с антиоксидантами предупреждает развитие онкологических изменений в тканях легких и щитовидной железы. Хурма особенно полезна курильщикам, в организме которых часто отмечается дефицит необходимых элементов, а многие биохимические процессы нарушены.
При склонности к гипотиреозу и связанным с ним нарушением здоровья сладкие плоды полезно употреблять как альтернативу БАДам. В сутки достаточно съедать по 1-2 штука, пока не закончится сезон. Польза хурмы для сердца и почек. Калий и магний в составе продукта обеспечивают своевременное выведение лишней жидкости и токсинов из организма. Для поддержания работы сердца плоды желательно употреблять ежедневно, чередуя с абрикосами или виноградом. При недостаточной функции почек нормализовать питьевой режим, ограничить количество соли в рационе. Чем хурма полезна женщинам? Наличие йода, кальция, витаминов группы В, железа и других элементов обеспечивает здоровье женской эндокринной системы и репродуктивных органов, снижая риск развития бесплодия. Сладкая мякоть повышает настроение без риска располнеть, и антиоксиданты надолго сохраняют молодость. В период беременности богатая витаминами и минералами хурма насыщает организм будущих мам всеми необходимыми веществами, предупреждает развитие отеков, снижая риск разнообразных осложнений. При лактации хурма помогает женщинам сохранить здоровье кожи, волос и ногтей, нормализовать гормональный фон, психоэмоциональное состояние, восполнить физические силы. Использовать плоды можно не только употребляя внутрь, но и в домашней косметике. Для ухаживающих витаминных масок. Для питания и разглаживания кожи растертую мякоть рекомендуется смешивать со сливками или сырым яичным желтком, нанося на кожу лица на 15-20 минут плотным слоем. Для увлажнения покровов можно использовать хурму в сочетании с мякотью банана или томата. Регулярные процедуры обеспечивают ровный цвет лица, улучшение тургора, нормализацию салат-деления. Кому вредна хурма? Из-за наличия танинов плоды могут стать причиной запоров у людей с сниженной перистальтикой кишечника. Частое употребление хурмы в таких случаях чревато образованием непроходимости. Опасно ее есть также при холецистите и желчекаменной болезни. При тяжелых формах почечной недостаточности хурма нежелательна, так как перегружает выделительную систему частыми мочеиспусканиями. Отказаться от нее или строго ограничивать количество придется при сахарном диабете из-за наличия простых моносахаридов. Чрезмерное употребление хурмы более 500 грамм в день может спровоцировать тошноту, спазмы в желудке и кишечнике у полностью здоровых людей. Важно помнить, что этот продукт плохо сочетается с молоком и блюдами из него. Риск несварения и других негативных последствий в таких случаях возрастает. Интересные факты о хурме. На планете растет более 2000 видов хурмы. Хурма не является фруктом. Ботаники относят ее к группе ягод. Американцы узнали о хурме в XIX веке. Впервые плоды дерева дают на 7 год жизни. На родине хурмы ее плоды используют для выпечки хлеба и печенья. Взрослые деревья могут достигать высоту более 20 метров. В Японии плоды дикой хурмы используют для отпугивания насекомых. Бессемянные виды дают плоды без опыления. Перезрелые фрукты используют для изготовления уксуса или вина. Средняя продолжительность жизни хурмового дерева 75 лет, а самые стойкие могут расти на протяжении нескольких веков. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, нужно опустить плод на несколько минут в соленую воду. Жители Ближнего Востока считают этот фрукт символом мудрости. Разные народности пищи богов называют разные продукты. Если собрать их всех вместе, то даже может получиться неплохое божественное меню. А если серьезно, все эти продукты не только вкусные, но и вправду уникальным образом действуют на человеческий организм, и хурма одна из них. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, какую тему хотите следующий ролик. Я буду очень рада за вашу обратную связь. До новых встреч!